Представители знака зодиака Рыбы, Рыбы и рыбки, мои дорогие, здравствуйте. Таро расклад, неожиданности и сюрпризы августа. Давайте узнаем, что же нам подскажут карты, каковы неожиданности и сюрпризы для вашего знака зодиака. У нас сегодня две колоды, цыганский пасьянс и колода Таро. На цыганском пасьянсе больше карты демонстрируют возможные события, но а Таро наше психологическое, эмоциональное восприятие, которое может касаться вот тех событий, а кто знает, может быть, и дополнит нам еще какими-то новыми значениями. Я же вас приглашаю перейти на мой сайт, ссылку я оставлю в описании под видео, прочитать, к примеру, планетарный гороскоп, как в отношении вашего знака зодиака работают транзиты, как и в августе месяце, так есть еще и статья «Гороскоп планетарный до конца 2024 года». И есть на моем сайте также сообразно важным транзитом, как и черной луны, например, или Хирон, который в Овне. И это транзиты на долгий период времени, которые, или вопросы где-то судьбоносные, которые нам придется решать. Поэтому перейдите, почитайте. Есть у меня и видео, кстати. Есть как бы планетарно, что может ознаменовать этот период, и есть для каждого знака зодиака. Поэтому переходите как и на сайт, переходите по тем ссылкам, которые я оставила, и ищите, если для вас действительно какой-то вопрос, или вы планы какие-то строите, но вот как организовать, как обустроить какое-то дело, получить желаемое. Иногда все ведь это из разряда самопознания, никогда мы не знаем, откуда эти подсказки придут. Поэтому приглашаю и на сайт, приглашаю посмотреть разные видео. Итак, неожиданности и сюрпризы для рыб и рыбок. Я смотрю выпавшие значения, и вы смотрите, если я что-то упустила. Напишите, мы обсудим. Ну, видимо, уже в августе где-то, пусть не с первых чисел, а со вторых, с третьих где-то, но все равно в первом ряду выпадает якорь. Безусловно, это значение уверенности, сам по себе якорь, надежности. Или это союз какой-то надежный, уверенный. Или люди конкретные, на которых вы можете опереться. Или вы уже сделали что-то очень хорошо. И это как ваша копилка успеха. Это ваш какой-то базис. Это в чем-то уверенность тоже. Идем дальше. Увы, не все вопросы решаются, наверное. Или какие-то новые грандиозные планы вы ставите, потому что цепи– это внутренняя тяжесть. Ну, значит, есть, может быть, какая-то конкретика, которая вам не нравится. Или как новость, или что-то из повседневной жизни, что ежедневно себе напоминает и где-то вас нервирует. Вот эта вот внутренняя тяжесть, сердечная тяжесть или душевные какие-то наши переживания, сомнения, они часто обоснованы или основаны на том, что какая-то история бесконечно повторяется. Мы с этим вроде бы как не согласны, но, может быть, кардинально еще изменить что-то мы не решаемся. Или конкретный вопрос, который еще пока не завершился. И вы можете думать, а получится у меня какое-то дело осуществить или нет. Приезд гостей, или вы сами куда-то отправитесь в гости, выпадает бокал, как раз и говорит о том, что это может быть поход куда-то, может быть поход, когда вы идете всей семьей, или это корпоратив, может быть как общность, да, ваш социум, какой-то круг людей, когда собираются вместе, но это всегда, безусловно, радость. Вы можете, кстати, узнать какую-то и новость, отправляясь куда-то. Или вы можете думать, состоится ли поход куда-либо, да, состоится ли этот праздник, в зависимости от того, что это. Или получится ли вам встретиться с конкретным человеком на каком-то мероприятии. Скорее всего, точно получится.
Даже сложно сказать, к чему вот эти цепи, к чему вот эту сердечную тяжесть отнести или с чем это соединить, вот ни с чем. Это правда могут быть ваши сомнения, мои дорогие. Нам как раз карты якорь, то есть это то, что есть в реальности. Есть уверенность, то есть у вас сейчас достаточно успешный период жизни хотя бы потому, что у вас все под контролем. И нет тут какой-то такой, по крайней мере, карты нам не показывают, ерунды буквально, которая сваливается на голову и вас выбивает из колеи. По картам пасьянсам нет, нам об этом не говорят. Более того, у вас еще и полное исполнение желаний, но рыбы и рыбки могут себе устроить вечер вопросов и ответов. Но я так условно говорю, в шутку, безусловно. Но вот как раз вот эти цепи могут вот это наше внутреннее состояние и охарактеризовывать. А в реальности якорь, гости или торжество, встреча, какое-то приятное событие, радостные новости – и пустые разговоры, кстати, правда, куда-то вы пойдете либо встречаться с кем-то, либо проводить как-то приятно время. И тогда вот, кстати, вы можете с чем-то быть не согласны. Вот я теперь вижу, посмотрите, нож – это ссора или какой-то конфликт. И с учетом тогда, вот я могу предположить, если прежде мы не видели, сейчас я вижу, к чему отнести эти цепи, к чему вот это какое-то душевное смятение, сомнение. Так вот как раз какой-то человек может себя вести не очень красиво, скажем так. Или вы можете с ним не соглашаться, а исключить из своей жизни вы этого человека не можете. И тогда вот эта история, которая из раза в раз повторяется, она уже где-то внутреннее вот это наше беспокойство может означать. Или когда хочется расставить все по местам. И вот посмотрите, у вас выпадает нож, если мы говорим какой-то либо конфликт, либо есть какой-то диссонанс именно через отношения с кем-то. Нам не показывают, что это за человек, и у каждого по-своему. У кого-то это может касаться вашего социума, коллег по работе, а у кого-то и в личной жизни. Но рядом мельница. И это пустые разговоры. Поэтому не обостряйте конфликт. Не пытайтесь никому ничего доказать. Это бесполезно. Это будет, знаете, как пустые, как пустая трата энергии, пустая трата времени. И более того, вас потом человек какой-то, может быть, конкретно перекрутит, переиграет таким образом и сделает вас виноватыми. Потому что вот конкретно есть какой-то совершенно спор пустой, по пустой теме, или с конкретным человеком, который все равно останется на своей волне. Может быть, это за счет особенностей его характера, за счет особенностей мировосприятия. Ну, так и нам тогда карты говорят, да вообще не связывается. Вот так вот конкретно. Не мешайте себе жить, мои дорогие. Не мешайте себе радоваться. Уверенность, гости, так в целом, да, назовем, и полное исполнение желаний. Вы идете по какой-то своей конве жизни или своему жизненному фарватеру. Вот и оставьте людям то, что они хотят видеть или как они хотят воспринимать мир. Здесь может быть, как я уже сказала, какой-то конфликт именно из-за разницы, точнее, во взглядах. Ну так мы и не должны кого-то воспитывать или, даже если мы правы, кому-то что-то доказывать. Не должны тратить впустую наши силы. Поэтому вот этот тонкий нюанс примите во внимание. Итак, на картах Таро. Неожиданности и сюрпризы для рыб и рыбок в августе. Рыбы и рыбки, неожиданности и сюрпризы. Неожиданности, ожидания. Может быть, вы ждете какой-то конкретной даты. Или вообще мы говорим королева кубков. Это ваша карта, ваша энергетика, ваши планы, ваши задумки. И неважно, кто меня смотрит, либо мужчины, либо девочки. У мужчин это может быть более такие, знаете, спокойной, нейтральной энергии. Даже пусть вы один или одна. Тут, кстати, может быть, как вариант неожиданность, встречи как раз, знакомство с человеком или какие-то ваши планы, которые тоже будут развиваться
в спокойном ключе, как раз импонирует вот этому якорю, когда все под контролем, когда вам самим не хочется торопиться. И так вот тоже может проиграться. Для кого-то из вас это может быть, как, знаете, больше внимания вы будете уделять своим близким, своим родным, своему дому или вашему делу, вашему творчеству, вашему хобби, быть в своих энергиях. В принципе, карта даже говорит, ты отдохни где-то, не пришпоривай себя. Не совсем это неожиданность. Но разве ваши какие-то будут решения? Это вы все же в неожиданностях можете надумать, да, наверное, разные темы. Потому что вот эта сердечная тяжесть с учетом аркана неожиданности, это может быть ваше окончательное решение в каком-то вопросе. Но я не могу сказать, что эта неожиданность, ну, такая на 100%, когда, знаете, словно камни с неба сыпятся, а мы не знаем, как, что с этим делать, что предпринять. Нет, тут все в вашей власти, тут какая-то ваша, скорее, стратегия и тактика от новых новостей. Или когда вам захочется вот эту тяжесть сердечную окончательно нивелировать или завершить какой-то спор, уйти от каких-то сложных отношений. Вполне вероятно, тогда вы будете искать способы взаимодействия, сделать это как-то красиво, элегантно. Как раз королева кубков только так и поступает. Она скорее, она великий дипломат. Она обойдет какие-то острые углы, чтобы себе не добавлять каких-то неприятных минут. Вот такие энергии даже в неожиданностях. Неожиданности для рыбок. Для кого-то любовь, встреча с человеком, знакомство с человеком или какие-то приятные радостные события. Все же туз кубков, это нам сразу говорят отчасти о приятных эмоциях, о том, что работает ваша интуиция и какие-то правильные подсказки шестого чувства, о любви, безусловно, наполненности, о том, что вы можете реализовать какой-то свой проект. И рыбы, мои дорогие, буквально рыбы прорисованы золотые, один из символов денег, удачное решение финансового вопроса. Тут вас в неожиданностях, я когда предполагала наш прогноз, неожиданности и сюрпризы. Так вот, слово неожиданности имелось в виду какой-то минус. Или какие-то, ну, больше неприятности. А тут нам как раз приятности выпадают для вас. Может быть, какие-то вопросы сложные, которые зависли в предыдущий период. Здесь все постепенно становится на свои места. Что-то решается. Поэтому как и по деньгам, как и по эмоциям, и вообще какой-то прогресс. Ну, не случайно, наверное. Когда колчан со стрелами выпадает, это полное исполнение желаний. Каковы же еще неожиданности, мои дорогие рыбы и рыбки? Куда-то не торопитесь, вот опять ожидание. Семерка пентаклей – это документы конкретно могут быть. Или получение денег, то, которое мы ждем, то, которое просчитано как будто, да. Пентакли наши растут на дереве, и деньги в рост. У кого-то это может быть как дополнительные источники дохода, как предложение, может быть, участвовать. Или вы что-то можете, кстати, изучать, как новую науку, или получать знания по определенному виду деятельности, который в последующем вы переложите на практику и уже начнете получать доход. И здесь вот эта сама по себе идея, кстати, может прийти вам в голову, скажем, родиться в вашем сознании в августе месяце, и вы подумаете, а не попробовать ли мне себя в этом деле? Пробуйте, потому что что-то у вас определенно получится очень хорошо. Получится изменить какую-то свою концепцию, мои дорогие рыбы и рыбки, по финансам. Да, как деньги будут у вас и, безусловно, в течение августа, то я бы сказала, даже карты советуют уделить прогрессу именно финансовому, потому что денежное вот это дерево говорит, что даже советуют просчитать свои доходы, расходы на длительный период времени. Или быть более прозорливым на далекий период времени, как минимум до конца года. Хорошо, давайте спросим сюрпризы. Вот в тему уйти как раз. Ваша задача, помните, есть два события, или событий может быть много, но есть два направления, которые вам нужно обязательно согласовать. Это деньги, мы только об этом как раз и говорили в тему пятерка пентаклей.
Пятерка Пентаклей – это всегда недостаток. Так вот тут два момента. Как недостаток по деньгам, его не должно быть. И какую-то свою стратегию, тактику вы можете как раз изменить. И это недопонимание с конкретным человеком. И тогда мы уже тоже с вами говорили, но по части цыганского пасьянса. На кону взаимоотношения и финансы. И выпадает вам эта карта в сюрпризах. Вы можете какой-то гордиев узел, причем красиво так вот разрубить. Или принять Соломоново решение и выйти из какой-то надоевшей заскорузлой ситуации тоже. Или для себя проложить стратегию, тактику новую финансовую. Вот эти два направления определенно стоит закрыть в августе. Сюрпризы. Да, какая-то прежняя история. У вас тут что-то меняется. Причем меняться может кардинально. И поэтому продумать, с кем я, кому я могу доверять. Даже если у вас сейчас тишь и гладь, и нет никаких конфликтов, тогда уделить внимание собственному окружению определенно стоит, продумать, кто искренен с вами, а кто нет. И одновременно, куда вы тратите деньги, куда уходит больше, может быть, денег, а вы где-то не замечаете. 20-й аркан – это карта избавления от страданий, избавления от боли. И о чем нам она говорит? Прошлый период жизни закончился. Вы в августе, ну, может быть, в конце, посмотрите, у вас ведь в самом конце выпадает колчан со стрелами и полное исполнение желаний. Вот какой-то анализ текущей ситуации или текущих ситуаций в течение августа, вы сами можете проанализировать свою жизнь за предыдущий, даже долгий период жизни, подвести правильные итоги, расставить все точки над «и» для того, чтобы написать совершенно новую главу в вашей жизненной истории. И пространство вам в этом помогает, высшие силы. Ведь, по сути дела, ангел трубит о возрождении. Значит, уже где-то в сентябре вы можете, ну, как-то в другом совершенно контексте чувствовать либо эту жизнь, либо действительно у кого-то меняется работа, у кого-то меняется, может быть, ваш статус личный или какие-то новые планы по части обучения, и это тоже перед вами новые перспективы открывает. У каждого по-разному, но именно какой-то прошлый этап у тебя закончился. Смотри в будущее и не пользуйся старыми шаблонами. Но в сюрпризах, значит, быстрее что-то может завершиться в течение августа. Сюрпризы для рыб и рыбок. Вот действительно, у вас есть как группа поддержки, карта семьи. Есть и люди, которые вас любят, есть и люди, которые хотят вам добра, желают, на кого вы можете опереться. Может быть, это ваша семья. У кого-то в сюрпризах решение вопросов по части недвижимости, вашего жилища, обустройства дома, решение, опять же, и финансовых, самых разных вопросов. И это ведь карта, по сути, якоря, уверенности в дне сегодняшнем и в дне завтрашнем. Значит, вот все то, что я говорила, где-то эта карта подтверждает, мои дорогие рыбы и рыбки. Я уже не достаю других карт, потому что нечего добавить. Очень последовательно все карты легли, как и по пасьянсу, так и карты Таро. Поэтому праздник после победы. И где-то об этом нам уже сказали карты цыганского пасьянса. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.